Здравствуйте, мои дорогие! А теперь, как и обещала, раскрываем тайны, которые вокруг вас. Да? То есть то, что вам неизвестно, тайное, скрытое, но что очень хотелось бы вам все-таки знать, и то, что знание, от которого, да, ну как вам, будет на пользу. Так, все, хватит заговариваться. Пошлите. Буду иногда проговаривать, если не буду забывать. Сейчас в работе Dreamkeeper Таро. Вот. Оно на арене, и мы смотрим. Итак, что за тайна окружает вас, и вам необходимо это знать. Давайте посмотрим первую тайну. Про мистику, да, расклад, который был до этого, я буду еще смотреть. Это очень интересная тема. Вы видели, да, как интересно раскрылась. Короткий расклад, там несколько минут, но как интересно раскрылся. Вот. Кто не знает, я постараюсь, конечно же, ссылочку дать на этот. В конце этого видео я дам ссылочку на... Вверху она будет, скорее всего, где-то вот тут, наверное. На видео о мистике, которая вас окружает. Ну что, сегодня мы смотрим все-таки на тайны, которые вас окружают. Посмотрим. Тайны, они могут быть любые, да, и мистические, и не мистические, обычные какие-то тайны. Но они касаются вот именно, да, вашего интереса. Не говорю, что именно там прям вас, да, но вашего интереса. И вы от раскрытия этих тайн реально как-то, ну, будете, осознаете что-то, да, будете знать больше. Или же как-то поступите, может, по-другому. То есть то, что вам полезно. И что? И что же, да? То есть мы настроили сейчас канал, да, вы видели как. И начинаем работу. Первая тайна раскрывается. Первая тайна раскрывается. Тут кто-то, знаете, кто-то... Я сейчас, знаете, что вижу? Вижу образы, сейчас буду вам говорить, которые я вот реально вот очень хорошо прослеживаются. Сейчас есть некоторая дорога, даже так дорога, я бы сказала, тоже вот как канал, да, к этому... к этой истории, которая сейчас вот как перемелена. Для чего? Для того, чтобы вы, ну, как бы все изменилось, да, вот не, чтобы вы туда не шли, не смотрели. А почему? Что это? Какая тайна? Понятно. Кто-то хочет изменить ход событий, или же попытался изменить ход событий, причем незаконным для природы способом, незаконным для... способом даже для, ну, незаконным для Бога способом, незаконным для души способом. Кто-то начинает, какую-то мясорубку включил или постарался включить, затирается за собой следы. Значит так, хитрая лисица затирает следы, это так будем говорить, потому что слишком громко я говорю о каком-то, наверное, нехорошем человеке. Так, что здесь за тайна, которая вас окружает? Так... Какое-то перекрытие, вижу, идет. Что за тайна окружает? Кто это? Что это за пятерочка? Я говорю, что вы вышли из этой тайны. Вы вышли из этого... Тут кто-то вам подножку такую хотел поставить. А вы сверху сидите на облачке. И вам как-то абсолютно параллельно. Какие подножки? Ты вообще видишь, где я? Ты вообще не видишь, где я. Я сверху нахожусь. А ты внизу бултыхаешься и подножки мне ставишь. Кто ты? Чудовище. Причем реальное чудовище, гляньте. Вот такое чудовище. Может быть, даже и на лицо похоже. Смотрите. Может быть, знакомое какое-то лицо увидите. Не знаю, видно вам? Да. А вы смотрите сверху и смеетесь. Интересно, хорошо. Кто же это? И что же это было? Ну, давайте посмотрим, как заговорят. Ну, тут по восьмерочке вы все-таки вообще даже не заметили, может быть. Или как-то, может, прочувствовали слегка, но не заметили, что-то было. Может быть, кстати, вот в прошлом раскладе там была мистика, что-то очень похожее, да, вот нам в первом ряду и сказали, что вот да, это было тайной. Но ты вышла спокойно, кто-то пытался тебе подножку поставить. Но ты исключительно силы, исключительно чистоты человек. Десятка.
Могли воздействовать не только на тебя, но и на окружающих тебе очень-очень близких людей. Ну, человек завис. Знаете, энергетика, я даже больше скажу, энергетика зависла, могла зависнуть. Вот этого негатива зависнуть где-то в пространстве, вообще не дойдя до вас, вообще. Возможно, касательно вашего дома, жилища. Ну, давайте смотреть. Что это за чудовище? Пятерка здесь мечевая, конечно. Я вот среди многих колод выделила ее в этой колоде. Очень исключительная просто. Просто исключительная. Смотрите, так интересно. Рыбаки будто бы словили, да, но словили странное чудовище. Видите, на крючке, а оказалось это ловушка. Такое какое-то лицо еще неприятное, реально. Так. Что же это за тайна такая окружает? Человек в зависимостях. Человека уже буквально... Возможно, даже на моменте попытки сделать вам вот такой вот негатив, реально схватили за ногу и перевернули, подвесили. Висит. Что это? Карта силы. Ну, очень сильно похоже на то, что было в прошлом раскладе. Здесь тоже выходила, но она выходила именно эта первая карта. Вы вышли из жестоких объятий, вот этого спрута. Вышли только благодаря своей какой-то текучести. Вода здесь, много воды, текучесть. Вы как-то даже поняли, куда идти, и да, это вам сыграло на руку. Тут какой-то чей-то негатив сыграл вам на руку. Я хочу узнать, кто эта пятерочка? Кто ты? Спрутик чудовище. Это может быть, знаете, человек, который очень много имеет, вот знаете, как спрут, связей, или же даже человек может быть не совсем заметен, да, или наоборот заметен, но вот как-то везде эти вот щупальца этого спрута есть. Там появляется, например, в какой-то момент, когда они ожидали, хоп, и что-то видит. Еще случается так, как бы случайно. Он просто, ну, просто знает, куда идти, этот человек. Хорошо, кто ты? Как вы видите? Вы знаете этого человека? Просто мне интересно. Кто-то хотел вам сделать. Смотрите, здесь показан мужчина. И причем он вас любит. Не поняла. Это касается его или же это он? Нет, это треугольник. Это касается его. Здесь кто-то третий есть. Сейчас вот этот. Да, тут какая-то, знаете, тема интересная. Да, смотрите, в Луне. Две десяточки идут. Семейные два аркана. Интересно. Тут какому-то роду не нравится, что кто-то себя очень плохо ведет. Кто-то по отношению к вам плохо себя ведет. Здесь есть 3 человека. Из этих 3, 2 это вы, да, первый вы, второй мужчина и кто-то третий. Кто сейчас пытается скрыться за вот этой всей мишурой. Ну, тут не мишура, здесь просто реально то, что на виду. Здесь мужчина, любящий вас, да, здесь ваша сила, здесь ваш прорыв, здесь вы, чистота, здесь род ваш.
Может быть, здесь показанный сборный образ людей, которые влияют, да, на вашу ситуацию. Их тут же хоп подвешивают и заставляют висеть на дереве и думать над проблемами, которые они создают людям, да, таким как вы. Вам нельзя мешать. И вот здесь еще колесо фортуны выходит, которое показывает, что оно все перемалывает и меняет ход событий. То, что прошло, да, колесо фортуны крутится, а все, что проходит, исчезает, 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 новое идет. Да, и вам сейчас говорят, что уходите, идите вперед, не смотрите, что за спиной. Меч наготове, видите? Просто спокойно переживай свои изменения в жизни. Если ты будешь смотреть назад, тебе сложно будет быть такой, какой ты хочешь, да, достичь того, чего ты хочешь. Если будешь сейчас обращаться назад и думать о том, кто там тебе подножки ставит. Тут же говорят, все перемалывается. Да, идти вперед, тут мужчина какой-то вас ждет. Мужчина, дом. Дом, вот я не знаю, мужчина с домом, где вы можете корни пустить. Так, верхний слой информации мне говорит о том, что тут есть два человека, которых вы будете выбирать. В чем здесь тайна, мне интересно. Ну, это своеобразная тайна, конечно. Почему нам говорят именно здесь, в этом ключе? Как это связано все? Вы в ограничениях будете, то ли в этот момент при выборе. Тут явно один мужчина, которого вы хорошо знаете, идет. И это как две родные души. Может быть, ваша душа его хорошо знает. Сейчас это сложно определить, потому что это, как, знаете, под покровом тайны. И здесь идет построение отношений, идет на улучшение. Не просто вверх, а вот именно как-то, знаете, все постепенно складывается. Это темперанс у нас. Человек идет после больших изменений, я вижу. После ухода, изменения мужчина проявляется. Это может быть один и тот же, кстати. Угу. Надоело сидеть. Но вас в любом случае, здесь показано очень много мужских карт, будут окружать в этот момент мужчины. То есть здесь такая себе, очень плохое слово скажу сейчас, как собачья свадьба, да, то есть мужчины возле вас крутятся, они пытаются вам показать свою, ну вот именно, как вам сказать, ухаживать за вами, свой ресурс, насколько они мужчины, как говорят. И вы выбираете, здесь вот двоечка, вы не можете определиться. В чем здесь тайна? Тайна в семерке. Эти семерки магические, смотрите, королеву кубков превращают в королеву пентаклей. Но почему-то здесь семерка идет мечевая. Тут тот, кто долго не спешил, тянул время, менялся и трансформировался, что-то у него там в жизни происходило, а он начинает действовать, и у него просто прорыв. В чем здесь тайна? Мечевой король. Да что столько мужиков повыкладывались? Тайна. Тайна в самом мужчине. Вот в этом мужчине тайна, который ваш. Который вам по судьбе.
знаете вы его или нет. Если вы с кем-то расстаетесь, да, и четко понимаете, что все, до свидос, это нет, это не он, значит, это новый мужчина. Или же вы знаете его, потому что тут две родные души. Он после каких-то жестких изменений в своей жизни идет, действовать начинает. Тайна в мужчине. А какая его тайна? Сейчас так постепенно и дойдем до более интересного. Какая тайна в этом мужчине? Что значит мужчина? Это тайна. Видите, он такой четенький здесь, записывает все в книжечку, с иголочки одет, 4 руки у него. Ну, что тут можно сказать? Значит, все умеет, знает, очень умный. Может быть и харизматичный, но такой сдержанный. Интересный типаж. Ну, 4 короля, это всегда харизма, да, потому что король это все-таки какая-то искра Божья есть сильная. Так, хорошо. В чем тайна мужчины? Почему тайна? Что это за тайна? Нолик, паж. Ой, не паж, а нолик. Шут. Почему я сказала паж? Знаете, как-то, значит, это что-то может о детях? Тайна мужчины. Ну вот смотрите, прям с телом связано что-то. Как шанс, знаете, какой-то. Ну прям что-то очень серьезное. Тайна в самом мужчине, в общем. Смотрите, в любом случае человек вам по судьбе какой-то либо идет, если вы расстаетесь уже с кем-то, и там реально, ну, конец, и даже за душу уже как бы не хватает, так чисто иногда смотрите. Это, значит, новый мужчина будет, потому что здесь и шут, либо обновление ситуации с родным для вас человеком, который, ну, вот вы знаете, что чувства с обеих сторон, но что-то какие-то вечно терки. Не зря вот этот расклад попадается вам. Тут вы будто бы останавливаете какое-то, знаете, вот очень интересно, как мяч ловите и передаете высшим силам. Высшие силы уже занимаются этим, они, по сути, контроль тут держат. Ну да, здесь двое влюбленных, которые должны были встретиться. Два одиноких сердца, которые смотрят друг на друга. Тайна в мужчине. Тут что-то незаметно разрушится. То ли вы не заметите, то ли он разрушит это и вам не скажет. Что-то рушится. Вот такое. Но вы идете к своей звезде, к своему счастью, к своему мега-желанию, мечте. Я вижу просто период в жизни вашей будет какой-то странный такой, не ахти. Ну, по эмоциям. Но в этот период что-то происходит интересное. Ну, во-первых, заработок материальности, ценности какой-то. Так, в чем тайна мечевого короля? Тайна мечевого короля. Что там нам надо знать? Мечевая королева. Окей. Тайна мечевого короля. Ну, для кого-то тайна может быть, для кого-то нет. Там какая-то женщина рядышком. Мечевого короля. Ага, стоп. В тузы идут. Тайна мечевого короля. Что-то интересное какой-то сам по себе этот мужчина, о котором мы ведем речь. Тут какое-то, знаете, очищение происходит.
очищение через отсутствие ресурса. То есть до глубины, знаете, как пока не выскребешь последнюю грязь, да, налипшую, лучше воду туда не лить. Вот. Но не размокнет, надо все равно выскрести что-то, выжечь. Вот оно разрушится, и только потом надо смывать водой. Я не могу это объяснить, там, короче, что-то такое очень интересное происходит и с вашей жизнью, и с его жизнью. Так, объясните нам еще раз про тайну мужчин. Ох, 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 вот оно и пришло. Так, жезловая королева. Запускает этот процесс. Это вы, девушки. Это вы. Сейчас мне вот, ну, ни о чем это не говорит, девочки. Я только вижу то, что ваш человек очень сильно защищает, старается для вас. Тайна то, что... Чтобы... Все, я поняла. Вот что мне это говорит. У него есть действительно такая тайна, которую он никому не говорит. И сейчас вам ее тоже не говорят. Почему не говорят? Что-то связано, что-то он прикрывает, знаете. За своей спиной что-то прикрывает. Но у него это есть в записях. У него все подсчитано. Деньги, что ли? Тайно говорят. Представляете, насколько тут все завуалировано? А почему так интересно? Почему нам сразу не скажут? Потому что ты будешь неправильно действовать, дитя мое, говорит тебе Вселенная, если ты узнаешь эту правду. Интересно, девочки. Да. Вы сейчас очень правильно действуете. Вам говорят спокойно, не нужно ничего копать туда за спиной мужчины. У него там все четенько есть, все спланировано. Он сам знает, что делать. Ты как бы руководишь этими отношениями, но, да, Верховная Жрица, будь мудрой. И тут показан ребенок такой, да, иногда нужно быть ребенком. Ну что там, что там, что? Мы хотим узнать, видите, мы хотим услышать, все узнать. Пользуйся тем, что сейчас вот этот мужчина тебе транслирует. Но тут опять, да, я буду говорить только для тех, кто не кормит, не одевает, не дает деньги мужчине. Сейчас я говорю о каких-то таких более-менее здоровых отношениях, когда вам не больно. Да. Но почему-то здесь вот как-то мужчина знает, что делает, и нет надобности копать, что там за его спиной, потому что он что-то просчитал очень четенько. У него какой-то четкий план действий сейчас по тому, как выстроить сейчас жизнь с вами. Хорошо, вам это в плюс? Ну да, это очень созидательно. Вы два человека, которые созидаете это все. Это ж YouTube подумает, что это голые тела. Господи, это какие-то манекены без головы. А вы прям мучаетесь, вы хотите сорвать этот, ну как в Буратино, вот эту картину, да, чтобы понять, что же там такое, что там за дверь такая, носик туда суете, суете. Ну что-то с очень четким планированием жизни, с безбедностью и так далее. Да, конечно. Ну что тут? Дайте императору как свою власть, да? У вас женская власть, вы. Тут классная пара, император и Верховная Жрица. Мы конкретно раскопали, я думаю, что тут можно еще и догадаться, но вам говорят, что этого того, что как бы говорят, достаточно. Да. Довольно скоро события начнут как усиливаться, набирать скорость. Главное в это время правильно попасть, да, правильно. Ну, вы попадете, тут свой опыт у вас. Дьявол идет. А что ты хочешь сказать? О, дьявол. Тут пара и тут пара, смотрите. Смотрите, они так похожи, эти карты, так интересно. Вы друг друга стоите, знаете, дорогие мои.
То вы в роли дьяволицы, то он в роли дьявола. Тут парочка дьявольская. Так, тут два голых тела, как всегда у нас. С ютубом будет. Хочу сохранить видео, потому что потом будет проблема, да, если здесь будут какие-то неправильные картинки для ютуба. Да, зачем это нам? Если так все видно, все красиво. Камушек положили, и все, уже все хорошо. Так. Так, интересно. Ай, солнышки, здесь, но все тут одинаковое. Одинаковые картиночки нам показывают даже. Счастье, любовь и... Скоро откроет это все мужчина. Скоро откроет. Просто, вот знаете, хочется сказать из этого всего, доверяй ему. Не делал больно. Доверяй. Боже, если бы только услышали меня сейчас все, вот эта вот поправочка со звездочкой, не делал больно, доверяй. Относился хорошо, доверяй. Не копай. Потому что вот эти мечевые пажи, которые, да, он уже прошел это все. Не нужно это ему, не хочется. Боженьки, про кого мы говорим? Кто ты такой, самый такой классный, замечательный мужчина? Спросите, кто ты, мой мужчина? Кто ты? Я тебя хоть знаю, спросите. Я отвечу. Семерочка. Вот хитрый лис. Хитрый лис. То, что вы пара перед Богом, просто знайте. Да. Если у вас какие-то болезненные отношения, вы точно знаете, что Бог вам даст такого человека. Тут он показан императором, все короли на него вышли, даже ничего с такой энергетикой классной, знаете, разума и расчетливости. То, знаете, в любом случае мужчина будет ваш, да, ваш. Масочки. Ну, просто в маске ходит человек. Почему в маске? В маске. Может, он в маске ходит. Карта движения. Маски срываются. И там еще одна маска. Шикарно. Он любит вас. Он не даст вас... Боже, за таким мужчиной, за это просто воин, стена, радость и счастье, все в одном. А с виду, знаете, и не скажешь. Вот так. С виду и не скажешь абсолютно. Это просто что-то разница между тем, что вы видите, да, глазами. Вам кажется, что-то несуразно, как он меня защитит. А это просто мощь. Мощь мощнявая. Все, девочки, я думаю, что все, что мы могли, вытянули из этой тайны, вам эта тайна будет постепенно раскрываться. Нельзя раскрывать ее прям всю. Вот так. Возможно, кстати, я прям чувствую, что это он так будет вам вот что-то такое, либо транслировать, да, что я буду раскрываться постепенно, там, такой загадочный, либо вас так будет тоже видеть. Потому что масочки идут. Но это, конечно, тип очень сильный, интересный. Хорошо, как вы это будете ощущать себя рядышком с ним? Вот. Как вы себя будете ощущать рядышком с ним? Именно по-разному. Видите, и тут разные лица, ну? Как себя будете ощущать рядышком с ним? Старшие арканы пошли, посмотрите. Вы будете себя ощущать целостной. Вы будете себя ощущать всемогущей. Вы будете себя ощущать магом жизни. Почему? Потому что он как-то в разы такой же. Потому что он будет это транслировать. Я вижу девушку, крутящуюся возле зеркала. Вам это будет нравиться. Вы будете себя чувствовать как возле человека, который ведет, который дает вот как бы весь мир к вашим ногам. Маг. Это маг. Сейчас слышу такую, знаете, звенящую тишину, какое-то спокойствие. Но с другой стороны, как окаменелость какая-то. Смотрите, я сейчас вот что вижу. Энергетику какую информации.
вы идете по своему жизненному пути и как-то что-то делали, да, что-то по судьбе, что-то не по судьбе, и наконец-то уткнулись в некое каменное изваяние, то, что точно, знаете, вот как слепок вашей судьбы на данном этапе. Это вот как раз касательно мужчины. Но тут вы будете себя, конечно, как, вас будут лелеять и халить. Тут это ваше. Так, все, последний совет вам, совет. Справедливость. Ну, взвешивайте, конечно же, да, перед тем, как сказать. Слова должны быть справедливы. Что тут можно сказать? Справедливость во всем. Когда, естественно, да, справедливость не смотрит, если что-то неправильно идет, да, то есть она сразу же берет меч, да. Если же все что-то понимает, что правильно, глаза закрыты, да, то есть она знает, что это правильно, это неправильно, справедливо, несправедливо. Если неправильно, естественно, суд, да, если правильно, естественно, награда. Вот так и вы. Все. Вот такой вот расклад сегодня. Ну что, благодарю вас за ваше внимание, спасибо за ваше присутствие здесь, лайки, комментарии, это все дополняет, естественно, вот как развитие этого канала, да, то, что видео будет дальше и дальше идти в массы. Очень приятно, когда вы ставите лайки, поставьте, не забывайте, естественно. И хочу встретить вас на следующем видео. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку, за супер спасибо. Благодарю и до новых встреч. Всего доброго, пока-пока.